Эта серия публичных лекций будет посвящена геологии нашей Солнечной системы. Итак, в феврале у нас уже была Сара Рассел. И Дэйв Ротери в марте говорил о Меркурии. А сегодня Пит Гринброд расскажет о Венере. Эта лекция является частью нашей космической серии 2021 года. И в этом году мы направляем наш взгляд вверх за пределы Земли, чтобы исследовать горные породы, пыль, газ и другие вещества во Вселенной, чтобы понять формирование и развитие других планет. У нас фантастическая программа публичных лекций, информационных мероприятий и конференций, которые проводятся весь этот год. Следите за новостями на наших каналах, в социальных сетях и в информационных бюллетенях, чтобы получать больше объявлений. Сегодня у нас фантастический Пит Гринброд из Музея естественной истории. Он там работает научным руководителем. И он собирается взять нас в путешествие по скалистым ландшафтам и вулканам Венеры, нашей соседней планеты. Если у вас есть какие-либо вопросы к Питу, мы проведем сессию вопросов-ответов в конце беседы. Поэтому, пожалуйста, задавайте свои вопросы в Zoom или в чате на канале YouTube, в зависимости от того, откуда вы смотрите. Мы соберем вопросы и обобщим и ответим на них в конце доклада. Для тех из вас, кто в Zoom, мы проведем опрос. Так что вы можете принять в этом участие, когда он будет запущен. Он недоступен в YouTube, но вы увидите все остальное, о чем пойдет речь. Итак, без лишних слов я передам слово Питу, который отправит нас в увлекательное путешествие по Венере. Большое спасибо, Пит. Спасибо и всем добрый день. И мне очень приятно поговорить с вами сегодня об одной из самых захватывающих и, тем не менее, малоизученных планет в нашей Солнечной системе. И я думаю, что многие ее видели раньше, но на самом деле не замечали. И это потому, что когда вы смотрите на ночное небо, второй по яркости объект, после Луны в ночном небе, на самом деле является планетой Венера. Итак, вот она на этой красивой фотографии, сделанной в Южной Европейской обсерватории в Чили. Вы можете увидеть три ярких объекта. И действительно яркий объект в правом верхнем углу – это Луна. Вторая по яркости здесь – планета Венера, о которой мы будем говорить сегодня. А еще более крупная планета, но еще более удаленная, Юпитер, по яркости здесь третья. Возможно, вы слышали о Венере как о вечерней или утренней звезде. Потому что именно в это время она наиболее заметна. И я хотел бы сказать сейчас, что если вы выйдете на улицу после этого доклада и сегодня вечером посмотрите в ночное небо, вы должны будете увидеть Венеру. Но такой расклад не совсем правильный. Итак, перед вами симуляция завтрашнего утра в 6 часов 16 минут утра из центра Лондона из Музея естественной истории. Фактически, если убрать все постройки, вы можете увидеть, что Венера находится прямо над горизонтом. Венера только что взошла. Но сейчас она слишком близко к Солнцу. Значит, Солнце уже взошло. И вы можете увидеть, если вы посмотрите на восток, вы увидите Солнце. Венера была бы рядом с ним, а между ними был бы Марс. Но, к сожалению, не сейчас. Но может быть в другое время года вы тоже это увидите. Поэтому вместо этого, давайте сегодня вместе исследовать Венеру. И это изображение показывает внутренние планеты Солнечной системы, которые мы называем планетами земной группы, в одинаковом масштабе. Вверху слева Меркурий. Потом мы видим Венеру. У нас есть Земля и Луна. И, наконец, Марс. И самое главное, что следует запомнить из этого слайда, что Венера почти такого же размера, как Земля. И, вероятно, они сложены из одинакового вещества. Но это две очень разные планеты. Итак, к концу этой лекции я хочу попытаться убедить вас в том, что Венера – самая земная, но наименее похожая на Землю планета в Солнечной системе. Итак, давайте исследуем Венеру. Как любой хороший рассказ или фильм, я постараюсь рассказать об этом в 3 частях. Начнем с первого акта. Домагеллановая эра. Вы, наверное, захотите узнать, что за такой Магеллан. Это миссия, о которой вы многое услышите чуть позже. Пока повременим. Я подумал, что лучше начать с небольшого вступления. Несмотря на то, что Венера – ближайшая к Земле планета, наши знания о ее поверхности и геологии накапливались довольно медленно. А причина в том, что на Венере плотная атмосфера и облако. И она полностью скрыта под ней. Так что снаружи невозможно увидеть ее поверхность.
И мы знаем, что давление на поверхности примерно в 100 раз выше, чем на Земле, из-за плотной атмосферы. И это все равно, что оказаться на глубине 1000 метров под водой. И именно эта атмосфера дает Венере такое высокое альбедо. И поэтому она такая яркая в нашем ночном небе, как я упоминал ранее. Самые ранние результаты об условиях под облаками были получены с помощью радиоастрономии в конце 1950-х, начале 60-х годов. Они установили, что на поверхности Венеры была очень высокая температура, в среднем около 500 градусов. Там высокое давление и очень высокая температура. Но раньше, в конце XIX века, считалось, что Венера может быть полна жизни, даже возможно людьми. Вот цитата выдающегося астронома того времени. В целом, имеющиеся у нас свидетельства убедительно свидетельствуют о том, что Венера – это обитель живых существ, мало чем отличающихся от жителей Земли. И хотя мысль о людях исчезла менее 100 лет назад, все еще было твердое убеждение, что Венера может быть горячей, влажной, возможно даже заболоченной планетой, все еще изобилующей жизнью. В первой половине XX века эта идея часто использовалась в научной фантастике, где истории вращались вокруг жизни на Венере. Так что давайте это отложим в памяти, когда мы говорим о ней. Но справедливо сказать, что еще в 1930-х годах, когда телескопы на Земле обнаружили, в частности, углекислый газ в атмосфере, уже считалось, что на Венере не может быть жизни. Тем не менее, удивительные открытия были сделаны с помощью наземной радиоастрономии. С помощью отраженных радиоволн от поверхности Венеры были получены наброски поверхности. Это требует небольшого объяснения. Венера вращается очень медленно. Один венерианский день равен примерно 243 земным дням. И даже вращается в противоположном направлении, не как другие планеты земной группы. Потому что Венере требуется всего 225 дней для обращения вокруг Солнца. Это означает, что сутки на Венере длиннее года. Солнце встает на западе из-за того, что оно вращается не в ту сторону. И заходит очень-очень медленно на востоке. Это то, с чем мне всегда трудно смириться. Но на этом этапе, надеюсь, мы могли бы начать опрос для тех, кто нас смотрит в Зуме. Вот вопрос: верите ли вы, что на Венере есть жизнь? Пошли ответы. И в ходе доклада, я надеюсь, что смогу убедить вас в правоте вашего ответа или наоборот. Окей, это были первичные наземные исследования, но потом началась советская программа. И это была серия космических кораблей, похожих на танк, такие как миссии серии Венера в 1960-х, 70-х и начале 80-х годов. Некоторые миссии были орбитальными, как на фото справа. А у некоторых был спускаемый аппарат. Некоторые включали оба варианта. И вы можете легко их отличить, если посмотрите на это фото. Они совершенно не похожи на современные миссии. Это аппарат Венера-13. И учитывая суровые условия, неудивительно, что эти посадочные машины продержались не очень долго на поверхности. Работа этой станции на поверхности длилась всего пару часов, у других и того меньше. Интересно, что эти посадочные аппараты были настолько хорошо изолированы от суровых условий окружающей среды, что перегревались от собственного теплового источника. Это потому, что они не могли отводить тепло в горячую атмосферу. И было понимание, что это должно было случиться за определенное время. Но даже несмотря на то, что эти посадочные аппараты проработали недолго, их результаты очень важны. Потому что это единственные результаты, которые мы получили с поверхности, они актуальны по сей день. Итак, давайте посмотрим на эти изображения. На сегодня около 7 зондов совершили мягкую посадку на поверхность Венеры и предоставили действительно важную информацию о поверхности и ее химическом составе. И это больше посадочных аппаратов, которые успешно сели на Марс. Но тем не менее, мы все еще очень мало знаем о Венере по сравнению с Марсом. Итак, я покажу несколько изображений с поверхности. Они представлены в ракурсе, отличающемся от, скажем, марсианских панорам, потому что у камеры аппарата другая система работы. Она сканирует линиями, качаясь вперед и назад. И это странная перспектива, которая изгибается к краям. Но здесь вы видите первое изображение, которое было получено с Венеры. Фактически, это первый снимок, сделанный человечеством с поверхности другой планеты. Этот спускаемый аппарат сел примерно за год до того, как аппарат Викинг сел на Марс. И вы можете видеть, что поверхность усыпана камнями.
Что ж, это хорошо для геологии. Видны большие и маленькие камни. Это хорошее описание. И есть еще один снимок, сделанный в том же году другой миссией, из другой части Венеры, с посадочного модуля Венера-10. И здесь породы выглядят немного иначе. Есть мелкозернистые образования, которые почти похожи на мелкозернистую почву или реголит. Но есть еще и плиточная порода. А после, в 1981 году, севшая Венера-13 была оборудована двумя противоположными камерами. И это позволило получить вид на все 360 градусов. И здесь вы можете увидеть эти странные треугольные шипы. Эта своеобразная юбка использовалась для устойчивости спуска аппарата, когда он пролетал сквозь атмосферу. А вот эти штуки на поверхности сверху и снизу, это выброшенные крышки объектива, которые раскололись и упали на поверхность. А вот эта лесенка-стрела отстрелянный пенетрометр. И он, стукнув по поверхности, проверил, насколько твердая поверхность, чтобы дать нам представление о прочности подстилающей породы. И опять же, мы наблюдаем глыбы, щебень, дресву. Я хочу, чтобы вы подумали, какую поверхность на Земле вам это напоминает. У нас была также Венера-14, которая села в том же году. У нее были такие же камеры с обеих сторон. На этот раз, к сожалению, Венера-14 не получила данных с пенетрометра, поскольку инструмент попал на сброшенную крышку объектива. Так Венера-14 прилетела на Венеру и по иронии измерила прочность вещества крышки объектива. И здесь поверхность отличается от каменистой поверхности предыдущих миссий. Здесь нет развала глыб. Это больше похоже на пластинчатую поверхность с мелкозернистым серым материалом между слоями. Вот эти же изображения, недавно преобразованные Доном Митчеллом в более естественную проекцию. Вот чтобы мы увидели на месте, снимая обычной камерой. Итак, вы видите Венеру-13 слева и Венеру-14 справа. И я хочу, чтобы вы подумали, как вы описали бы эту поверхность. Во-первых, она выглядит очень бесплодной. И мы это знаем. Ничего не видно, что было бы похоже на жизнь. Поверхность очень каменистая. И хотя в то время не было очень заумных инструментов, на борту станции были спектрометры, которые дали нам приблизительное представление о химии породы. По сути, они определили, что подстилающая порода там была очень похожа на то, что мы называем базальтами на Земле. Это своего рода поток лавы, который в основном изливается из вулканов. И это можно сказать для всех посадочных площадок. Правда, в одном месте результаты измерений были немного более неоднозначными. Но в основном это потоки лавы, по составу базальтовые. Как это соотносится с обычным потоком базальтовой лавы на Земле? Никогда не скромничаю, показывая свои отпускные фото. Вот поверхность Земли. Здесь видно немного жизни на заднем плане и пар на переднем плане. На самом деле это снято на Гавайях. Мне посчастливилось побывать на Гавайях около 15 лет назад и прогуляться по поверхности кратера. Там, где сейчас уже нельзя пройтись. Потому что уж слишком близко озеро лавы. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на эту щебенку, которая выглядит так же, как мелкие камешки, в некоторых местах посадок на Венере. И если вы пройдетесь немного дальше, вы увидите вот это. Это очень молодой поток лавы. На Гавайях ему всего несколько лет. Вот оттуда текли потоки. Они напирали друг на друга, развалились и образовывали такие подушки. Они разваливаются под напором, когда поток лавы движется под твердой коркой. И надеюсь, вы сможете увидеть некоторое сходство с тем, что мы видели в местах посадок на Венере. А это более общий вид. Итак, я прошелся по бровке, где растут небольшие кусты. А там дальше действительно что-то вроде шоу, если пройдете по правой стороне. Я обозначил прямоугольником участок со светлым материалом, который сейчас рассмотрим детальнее. Если вы туда подойдете, то обнаружите, что эта область источает токсичные фумарольные газы. Поэтому вам необходим противогаз. Очень похоже на Венеру, хотя, конечно, там нет такого сокрушительного давления и невероятных температур. Мне надо было только носить изящное геофизическое пончо для выживания на вулканах Гавайев. А позади, прямо за бровкой, активное жерло. Это было самое невероятное впечатление в моей жизни. Здесь те же лавовые потоки. Но сейчас они еще не застыли. Они активно изливаются и текут. Было очень жарко. И я думаю, что это очень похоже на ландшафт Венеры.
Особенно если фото сделать черно-белой, как выглядит большинство советских панорам. Хорошо, чтобы завершить этот первый акт и праздные фотографии, давайте посмотрим на все успешные миссии Венеры. Не обязательно все это запоминать и даже записывать, важно посмотреть на дату. Вот эти миссии, которые были запущены. Вы увидите, что последняя успешная миссия к Венере была запущена в 2005 году. Это был орбитальный аппарат, предназначенный для изучения атмосферы. До этого были советские миссии серии Венера и американские миссии НАСА Маринер и Пионер. Правда, американские миссии не планировали посадку. Их целью было исследование атмосферы, хотя некоторые из них, возможно, долетели до поверхности. Но, безусловно, самая важная миссия, которая нам рассказала почти все о геологии Венеры. Это миссия Магеллан, выделенная здесь зеленым цветом. Она была запущена в 1990 году. Она продлилась чуть больше 4 лет. И это означает, что мы переходим ко второму акту миссии Магеллан, где все меняется. В детстве в 80-х я всегда представлял себе этот образ, когда думал о покорении космоса. Это космический шаттл «Атлантис», который сейчас демонстрируется в космическом центре Кеннеди во Флориде. Так что вы можете его посетить. И вот как мы раньше выполняли планетные миссии. И это была миссия Магеллан, о которой я расскажу. И миссия Галилео. Это аналогичная миссия, которая была очень успешной. Галилео направлялась в систему Юпитера. Обе миссии были важны для исследования планет. И оба аппарата были запущены из грузового отсека этого шаттла. Это священная колыбель для планетологов. И никогда так круто не выглядели планетные миссии. Вот впечатляющее зрелище запуска Атлантиса с Магелланом на борту 4 мая 1989 года, в День Звездных войн. А вот и Магеллан, отделяющийся от отсека Атлантиса всего день спустя. У Магеллана была масса в 1 тонну. Это примерно такая же масса, как у марсоходов Curiosity и Perseverance, которые прямо сейчас исследуют Марс. А вот эта массивная тарелка слева, по сути, и есть основной прибор, который был на Магеллане. Это был радар. Я говорю об этой штуке слева. Под ней можно увидеть удлиненный конус, называемый рогом. Это высотомер или альтиметр. Но вот эта большая тарелка была единственным прибором, который был направлен на Венеру, и вел запись всех данных. Итак, Магеллан позволил нам совершить превращение Венеры из этой планеты, полностью окутанной облаками и непроницаемой для взгляда, в обнаженную планету. Можно сказать, что это полностью обнаженная поверхность Венеры. И теперь мы знаем, что Венера – планета со своей собственной геологией, своей собственной историей. И эту историю, которую нужно раскрыть. Я не думаю, что мы полностью поняли эту историю. Поэтому я хочу поделиться с вами лишь частью того, что мы узнали, а также тем, чего мы еще не знаем. Здесь вы видите карту всей Венеры от полюса до полюса по всей долготе. Это мозаика изображений Магеллана. Первое, на что нужно обратить внимание, что это радарные снимки. То, что вы здесь видите, сильно отличается от обычных фотографий. Это радиолокационные изображения. Когда радарная волна доходила до поверхности, она отражалась и шла обратно на Магеллан. Если грубо, то интерпретация изображений следующая. Если что-то выглядит ярким, то это сильно шероховатая поверхность. И если что-то выглядит темным, то это гладкая поверхность. Зонд Магеллан вращался вокруг Венеры почти по полярной орбите от полюса к полюсу. А Венера, как известно, вращается очень и очень медленно. Под зондом медленно формировалось изображение поверхности Венеры в виде этих очень узких полосок, называемых лентами или лапшой. Иногда данные не поступали. И эти пробелы, вот эти черные полосы.
Вот вид на Венеру из мозаики первого левого цикла. Мозаика покрывает около 84% планеты, и она была получена менее чем за год. Затем Магеллан посмотрел под другим углом, получились правые радарные изображения, и мозаика покрыла около 55% планеты за 6 месяцев. И потом получались стереопредставления. Магеллан снова смотрел слева, но под другим углом. Это покрыло около 21% поверхности. В общем, радарным снимками покрыто 98% всей поверхности Венеры. С разрешением примерно 100 метров на пиксель. Это даже лучше, чем мы видим Землю. Потому что у нас часть поверхности скрыта океанами. На Магеллане также был высотомер, который составил картину рельефа поверхности. Вот карта высот Венеры. А на севере виден довольно заметный горный массив. Он возвышается примерно на 11,5 километров над средним уровнем Венеры. Это аналог уровня моря на Земле. Но это не совсем честная картина. Потому что Венера на самом деле чрезвычайно плоская планета по сравнению с Землей или даже Марсом. Около 80% поверхности находится в пределах километра от средней высоты. На поверхности обнаружено около 1000 ударных кратеров. Они обозначены звездочками. Кратеры распределены по поверхности довольно случайно. Этот факт сочетается с тем фактом, что эти ударные кратеры относительно малы по сравнению с кратерами на Луне или Марсе. На Венере определенно отсутствуют очень большие ударные бассейны планетарного масштаба. Что означает сочетание этих фактов? Мы полагаем, что поверхность Венеры геологически очень молодая по сравнению с другими планетами земной группы. На самом деле мы не можем дать точный средний возраст поверхности. Но поверхность Венеры, вероятно, имеет возраст от 500 миллионов до миллиарда лет. Это относительно молодой возраст по сравнению с возрастом самой планеты и других планет земной группы в Солнечной системе, который оценивается примерно в 4,5 миллиарда лет. Это означает, что почти вся поверхность Венеры подверглась преобразованию. Оно довольно недавно, в последний миллиард лет, возможно, имело глобальный масштаб. И главное, что мы точно не знаем, как это случилось. Но мы это хотели бы выяснить. Хорошо, давайте рассмотрим некоторые особенности поверхности Венеры. Потому что я хочу потом подробно на них остановиться. Прежде всего, на этой карте вы можете увидеть эти объекты, так называемые венцы. И это мои любимые объекты Венеры. Их около 500, они различаются по размеру. Но они где-то от 50 до 500 километров в поперечнике. И они не распределены на поверхности случайным образом. Так венцы избегают самых высоких мест. Они избегают самых низких мест. И венцы, как правило, приурочены к этим тектоническим рифтам, где может быть подобие земного спрединга. Или рифты просто распространяются по поверхности. И еще один момент, мы также не знаем точно, как они формируются. Но об этом я расскажу позже. Еще есть такие объекты, как большие вулканы. Их, наверное, около сотни. Все они больше 100 километров в диаметре. Как видите, некоторые из них даже больше. И опять же, они не случайно распределены по поверхности. Некоторые из них связаны с венцами. Некоторые из них связаны с возвышенностями, где вполне может быть некоторый выход мантийной струи апвеллингом. В целом, вероятно, мы лучше понимаем, как образуются эти очень большие вулканы. Но есть вулканы и средних размеров. Они меньше 100 километров. Мы можем перейти и к более мелким вулканам. И я мог продолжать и продолжать. Но вы поняли, что Венера в основном – это рай для геологов-вулканологов. Если вы хотите изучать вулканы, взгляньте на Венеру, их там очень много. Первое, что люди любят делать, когда видят что-то или где-то впервые, это классифицировать. И можно создать что-то вроде вулканического генеалогического древа. И это в основном несущественно. Не особо играет роли. Это просто способ описать эти вулканы и посмотреть, как они сочетаются друг с другом. Но если вы действительно хотите разобраться в деталях, вы, вероятно, могли бы разделить магматические тела. С одной стороны на то, что мы бы назвали экструзионными элементами. Это обыкновенные вулканы, где магма поднимается из недр Венеры и изливается на поверхность, как жидкая лава. В основном это экструзионные элементы поверхности. А с другой стороны, это интрузивы, где магма остается под поверхностью. Но она воздействует на кору и подталкивая из-под низу перекрывающие породы поверхности.
Итак, давайте рассмотрим некоторые примеры, о которых я только что рассказал. Итак, сначала типичный большой вулкан на Венере. Напомню, что это радиолокационное изображение. Светлые тона – это шероховатая поверхность, а темные – это гладкая поверхность. То, что вы видите, это возвышенная область, и в середине гора Шапаш, Сапа Монс. Вот масштаб внизу справа. Можно выделить множество ярких образований, напоминающих пальцы, которые мы называем пальцевидными структурами. Это потоки лавы. Эти потоки стекают с вершин вулкана. Высота этого вулкана около 1,5 километров. Что на самом деле не так уж и много для вулканов такого размера на Земле, или, в частности, на Марсе. Даже если это щитовой вулкан, мы все равно ожидаем, что он будет намного выше. Таким образом, вулканы на Венере, как и на всей Венере, на самом деле представляют собой очень плоские постройки. И эти потоки лавы, вероятно, состоят из сотен или тысяч потоков лавы. Эти потоки, перекрывая друг в друга, формировали вулкан очень и очень долго. И они растекались на сотни километров. Не все они изливались из жерл. Некоторые также вытекали сбоку через вторичные мелкие жерла на склонах. Чтобы почувствовать масштаб, я нанесу контур Великобритании и Исландии поверх горы. Так что это довольно крупный вулкан, типичный для Венеры. И как я уже сказал, сегодня на Венере выявлено около более сотни объектов такого размера. И все они примерно одного размера с Великобританией. Все они образованы такими лавовыми потоками. Хорошо, а теперь перейдем к некоторым другим вулканам, типичным для Венеры. Все я вам показать не смогу, потому что их сотни, а других будет тысячи и десятки тысяч. Но опять же вот примеры разных типов. Людям нравится их классифицировать. Итак, в верхнем левом углу мы видим постройку, называемую простым вулканом. Это круглый объект с яркой точкой посередине. Мы думаем, что это светлое пятно и есть жерло. И лава в этом случае вытекала довольно равномерно. Так образовался этот круглый объект. И он тоже, наверное, очень плоский. В правом верхнем углу вы видите постройку, называемую крутосклонным куполом. Их всегда используют в качестве ярких примеров вулканов Венеры. Но на самом деле их не так много по сравнению с другими типами, которые я вам покажу. Но по понятным причинам их часто называют купола-лепешки. И есть несколько гипотез о том, как они образуются. Наиболее популярная идея о том, что они образуются из действительно густой вязкой лавы. Когда такая лава поднимается из центра, она течет очень медленно. В то же время постройка растет и образует такой крутой купол. Внизу слева мы видим постройку с радиальными потоки. И в этом случае вы можете видеть, что у нас нет центральной яркой детали, но у нас есть центральный яркий круг. Это хороший пример того, что мы называем на Земле кальдерой. Здесь вершина вулкана обрушилась в магматическую камеру под поверхностью. После очередного извержения потока лавы на поверхность, магматическая камера становится пустой. И в какой-то момент она схлопывается под весом вышележащих слоев. Итак, мы видим такие кальдеры на вершине многих вулканов. А в правом нижнем углу мы видим странную форму, называемую купол с желобом. У нас нет полной уверенности, как они сформированы, но, вероятно, в результате обрушения и, возможно, позже оползни на краю крутых куполов, которые образуют такие формы. Это то, что мы называем вулкан с выемкой. И когда все эти вулканы формируются вместе, они могут образовать действительно красивый зверинец с разными элементами поверхности. В данном случае на изображении выделяется около десятка этих так называемых средних вулканов. И если у вас есть возможность изучить эти радарные снимки, я рекомендую вести исследования на больших дисплеях, где можно увеличивать крупномасштабные изображения. И с приближением вы будете видеть все больше и больше деталей. К сожалению, я не могу показать вам это на такой картинке. И перейдем к области моего научного интереса, к самому распространенному размеру вулканов. На Венере их называют мелкими вулканами. Из-за их относительного размера на Венере. Это очевидно классификационная натяжка. По ней к ним относятся все, что меньше 20 километров в диаметре. Хотя мы говорим о таких объектах, которые чуть меньше, чем вулкан Этна на Земле. По земным меркам это все-таки еще большие объекты. Но на Венере они считаются маленькими. И опять их разновидностей очень много. Вот некоторые из них представлены справа. Они разных размеров и форм. Но самое интересное то, что они действительно широко распространены. Просто чтобы дать вам представление о том, насколько они распространены.
Вот взятый наугад снимок размером 12 на 12 градусов. Это довольно скучная часть Венеры. Хотя, на мой взгляд, нигде на Венере не скучно. Но в нынешнем виде более подходящим словом будет довольно типичная средняя площадка Венеры. И снова, чтобы проиллюстрировать масштаб, вот как будут смотреться наши острова в масштабе изображения. Как видите, на этот раз оно чуть больше, чем Британские острова. И если вы потратите 6 месяцев своей докторской диссертации на изучение каждого пикселя и нанесение на карту каждого маленького вулкана, вы увидите вот что. Вероятно, только в этой очень средней и скучной области Венеры есть по крайней мере 3000 маленьких вулканов. И это интересно, потому что мы точно не знаем, активны они или нет. Одно из ключевых сведений Магеллана, которое мы можем извлечь, это то, что он дал нам своего рода стоп-кадр во времени. И очень сложно искать изменения в этих радиолокационных данных. Очевидно, что за 4 или 5 лет, в течение которых Магеллан наблюдал Венеру, ничего не изменилось. Поэтому по-прежнему мы не знаем, активны ли они. Но они, должно быть, каким-то образом воздействуют на поверхность, эти маленькие вулканы. А если экстраполировать, например, эту типичную область на всю Венеру, тогда мы будем иметь дело примерно с миллионом этих маленьких вулканов на всей планете, что труднопостижимо, если задуматься о том, как они взаимодействуют с другими вулканами. Хорошо, маленькие вулканы, мои любимчики. Но сейчас я познакомлю с самой популярной структурой для исследований на Венере. И это венцы. Сейчас я попытаюсь вас убедить. По латыни, это корона-короней во множественном числе, корона-корона в единственном числе. Это вот такие загадочные, в основном круглые детали. И они уникальны для Венеры. Они могут очень большими. Я упоминал ранее, что их диаметр составляет от 50 до 500 километров. Но обычно средний размер – это 200 или 300 километров. И хотя между ними есть отдельные различия, все они имеют некоторые схожие черты. В данном случае венец, о котором я говорю, представляет собой большой круглый объект. Это своего рода круглая структура излома. Эти концентрические яркие линии являются тектоническими трещинами. Поверхность подверглась тектоническим силам, которые и разрывают, и сжимают поверхность, создавая такие концентрические пучки трещин на поверхности. И некоторые другие особенности на них видны. Они часто ассоциируют с полями небольших вулканов. Слева вот здесь, заметьте, есть крутосклонный купол. А здесь справа, внизу венец поменьше. Форма таких объектов также может немного отличаться. Это смоделированный трехмерный вид двух венцов. Просто они оказались рядом друг с другом. Хорошо виден тот, что это слева. Вы можете видеть, что у них обоих есть приподнятый вал и есть центральная депрессия. Но у левого венца есть также небольшая вершина посередине. Опять же, вы можете просто увидеть потоки лавы, исходящие от них, вот здесь. Цвета соответствуют высоте. Потоки лавы исходят из верхней части вала. Здесь есть какое-то сходство с вулканами. Мы полагаем, что некоторые из них вполне могут быть родственными. Может существовать какая-то генетическая связь, поэтому одни и те же процессы могут сформировать как некий венец, так и большие вулканы. Но у нас нет полной уверенности, как именно они связаны. И если вам необходим любимчик из венцов, вам стоит взглянуть на вот этот. Это называется венец Сулис. И это потому, что я крайне предвзят. Мне посчастливилось, будучи студентом университета, помогать в проекте, над которым работали другие важные люди, которые позволили мне официально назвать вот этот венец. Потому что я над ним работал. А названия у него еще не было. И я назвал его венец Сулис. Он назван в честь кельтской богини священных источников и исцеления. Итак, немного отвлеку вас по поводу того, как называются географические объекты на планетных телах. Все это проходит через Международный астрономический союз и должно быть официально одобрено комитетом для каждого отдельного планетного тела. А для Венеры всему даются только женские имена. А в случае с венцами, они должны быть названы в честь богинь плодородия. Но эта система названий была фактически разработана с учетом съемки орбитальных аппаратов Венеры 15-16. В то время у нас было всего несколько, может быть, дюжина таких круглых объектов, которым дали общее название венцы. И с тех пор у нас их уже более 500, поэтому наименование этих объектов немного изменилось.
Но этот назван в честь кельтской богини священных источников и исцеления. Возможно, вы даже знакомы с названием Сулис, потому что римское название города Бат в Сомерсете Аква Сулис, что буквально означает воды Сулис. Пожалуй, хватит о названиях. Это очень суперинтересная область Венеры. Это венец Сулис. Эта круглая структура имеет несколько круговых трещин. Посередине несколько небольших вулканов. И в этой области есть все, характерное для планеты. Это почти как микромир того, что вы видите на остальной части Венеры на одном единственном изображении. Ударный кратер возник в результате падения метеорита на поверхность. В данном случае хорошо выделяются его нетронутые яркие выбросы. И его яркая центральная горка посередине, окруженная темным ударным расплавом. Рядом с ним вот эти извилистые яркие линии. Вероятно, они представляют собой извилистые гряды, образовавшиеся при охлаждении и сжатии вещества лавовых равнин за пределами венца. Есть пучки несколько более ярких трещин. Они могли быть вызваны рифтообразованием, либо связаны с другим венцом или системой разломов. Здесь столько всего произошло. А возможно, самое лучшее, самое интересное, это вот этот канал, который самые зоркие из вас смогли различить. Он похож на извивающуюся структуру. И если бы это было на Земле, можно было бы сказать, что это похоже на русло реки. Есть даже что-то похожее на Старицу. Если вспомнить школьную географию, похоже, что русло отрезало от самого себя меандры, выбирая более короткий путь. Но это Венера, и здесь температура 500 градусов. Крайне маловероятно, что это вызвано водой. И хотя на самом деле мы точно этого не знаем. Как же они создаются? Эти каналы, которые иногда текут на тысячи километров, без изменения своей ширины. Что очень необычно. Вероятно, они образованы потоками лавы. В данном случае, это лавовые потоки с очень низкой вязкостью. Тот факт, что здесь есть озеро, похожее на Старицу, и оно отрезано от основного русла, означает, что течение этого вещества должно было продолжаться очень долго, достаточно долго, чтобы изменить свой путь. И мы видим их по всей Венере. Очень интересные объекты. И мы точно не знаем, как они образуются. А в этом случае похоже, что в конце есть даже какие-то отложения. Возможно, это отложения вынесенных лавовых обломков. Это очень необычно. Окей. Переходим к быстрому обзору других структур. Есть еще более причудливые венциоподобные структуры. Некоторые из них имеют очень выраженные радиальные, похожие на спицы велосипеда узоры пучков трещин. Я бы назвал это звездочкой биения. Но исследователи называют их арахноиды, потому что они похожи на пауков. И снова мы точно не знаем, как они образуются. Но они похожи или имеют сходство с некоторыми структурами, которые мы видим на Земле. Известно, что такие структуры формируются над магматическими интрузиями. Это так называемые дайки, развитые там, где магма не достигает поверхности. Но давящая магма все равно может вызывать трещиноватость и разломы на поверхности. И такой узор расходится из эпицентра над магматической камерой. И такие дайки расходятся во все стороны. И эти радиальные трещины могут быть ранней стадией венца. То есть это зародыш будущего венца. Сейчас мы полагаем, что на Венере нет тектоники плит. И это планета с одной плитой. Хотя могут быть некоторые очень ограниченные примеры тектоники плит. Но по большому счету тектоника плит на Венере отсутствует. Есть проявление довольно широко распространенного тектонизма. Или региональных дислокаций, особенно в этих очень ярких областях по названиям Тессера. Итак, вот эти яркие регионы. И вы видите, это сложные перекрещивающиеся узоры разломов. Это означает, что эта поверхность Тессера прошла через разные периоды напряжений, деформации и трещинобразования, которые образовали эти дислокации. И эти области обычно, хотя и не всегда, являются самым региональным древним материалом. Так что они вполне могут представлять древнейшие части Венеры. А весь более темный материал, который вы здесь видите, вероятно, был залит позже. Это потоки темной лавы, которые затопили рельеф Тессера и низменные области, точно так же, как океан на Земле. Но опять же мы не совсем уверены, как формировались Тессеры. Очень интересная для исследований местность. И перейдем к ударным кратерам, рассмотрим их поподробнее. Ударный кратер – это круглое образование, вал которого вы можете видеть. Вы можете увидеть выбросы. Этот яркий материал здесь по обе стороны вала. Вы также можете увидеть вот этот пробел здесь. Он называется запретной зоной. Это там, куда выбросы не происходят. И это дает нам представление о направлении удара и куда был выброшен материал. Но что действительно интересно в данном случае, так это вот этот яркий материал, вытекающий из кратера.
Он на самом деле течет здесь вниз, как поток лавы, и кончается за краем кадра. В данном случае, вероятно, он вытекает из-под кратера и простирается на 400 километров. Итак, в этом случае здесь могло произойти два разных сценария. Во-первых, в этом регионе уже был поток лавы, и ударная воронка случайно образовалась на нем. Или этот удар вызвал этот поток лавы. Но это не единственный пример таких очень длинных ударных потоков. Достаточно много крупных ударных кратеров на Венере сопровождаются такими потоками. И это загадка. Потому что даже при том, что Венера горячая, ее температура составляет всего около 500 градусов. Но чтобы расплавить базальтовую мишень и образовать эти потоки лавы, нам нужно достичь более 1000 градусов. Так что температура поверхности не должно иметь большого значения для плавления породы. Так что мы не знаем, как образуются эти лавовые потоки. Почему эти удары создают такие огромные потоки расплава? Мы еще не знаем. Хорошо, итак, акт 3. После Магеллана. Поговорим о том, что мы узнали с тех пор, как закончилась миссия Магеллана. И, честно говоря, с середины 1990-х годов относительно Венеры не проводилось так много исследований. И есть ряд причин отсутствия миссий. Одна большая причина – это отсутствие новых данных, другая – отсутствие людей, работающих по Венере, которая, вероятно, главная причина. И своего рода серьезная причина тому – вероятное отсутствие на Венере жизни, что, вероятно, влияет на предыдущие причины. И в то же время поиск жизни на Марсе расширился, а это значит, что по этой планете работает много людей и посылается туда множество миссий. И вот доказательства этого. Думаю, это мой единственный график за все время этого выступления. На оси X внизу показаны годы с 1960 по 2020 годы. По оси Y количество рецензируемых публикаций. Данные любезно предоставлены Колином Уилсоном из Оксфорда. Вот графики публикаций, красным цветом обозначены публикации по Марсу и синим цветом по Венере. И вы можете видеть, что в 1960-х и 1970-х годах Венера и Марс были примерно на одном уровне, за исключением того, что Марс немного приподнялся в середине 1970-х годах, во время миссий викингов. Потом провал обоих графиков в 1980-е годы. Именно тогда люди начали изучать остальную часть Солнечной системы, а не только Марс и Венеру. Но затем вы видите своего рода пик с небольшим пиком Магеллана в начале 90-х. Марс тоже начал подниматься, и с тех пор Марс восходит. А график для Венеры вышел на плато. И в конце немного задрался. И эти колебания соответствуют миссиям, направленным на Марс, а также на Венеру. А также обратите внимание на вот этот крошечный всплеск в конце 2020 года. Но я скажу это по моему долгому опыту работы по Венере, это не отражает того, что на самом деле происходит. На самом деле это не отражает интереса и удивления, которые вызывает у нас, ученых, Венера. Было много-много предложений об отправке миссии на Венеру. И исследования продолжаются. Были и некоторые успехи. Я упомянул, например, что мы не знаем, активны ли вулканы, которые мы видим на поверхности Венеры. Но подобные данные получены от аппарата Venus Express, который вращался вокруг Венеры с 2006 по 2015 год. Он изучал атмосферу Венеры. Но его результаты интригующие. На нем пара инструментов могла видеть сквозь облако на определенных длинах волн. И могла сравнивать измеряемую температуру поверхности с модельной картой температур, которая должна очень хорошо масштабироваться с высотой. И это довольно стабильная температура. Но были обнаружены какие-то аномалии. И это был намек, просто намек. Вполне возможно, что сегодня на поверхности есть свежие потоки лавы или идет активный вулканизм. С тех пор были проведены и другие дополнительные исследования. Они также говорят, что сегодня на Венере может быть активный вулканизм. Такие выводы делаются с использованием таких орбитальных данных. Но также есть лабораторные исследования того, как мы интерпретируем данные, которые у нас уже есть. Так что, хотя мы не знаем наверняка, что есть действующие вулканы, у нас пока нет убедительных доказательств.
Я думаю, можно с уверенностью сказать, что любой, с кем я разговариваю и интересующийся Венерой, был бы чрезвычайно удивлен, если бы сегодня на поверхности не было бы активного вулканизма. И поэтому я бы сказал, что за последние 10 или 20 лет было проведено слишком мало научных исследований, посвященных геологии Венеры. Или лучше сказать, совсем не того уровня, что было во время миссии Магеллана. Нет такого большого интереса. Но затем пришли астрономы. И вы, возможно, видели эти публикации за последние 6 месяцев. Было множество публикаций, касающихся Венеры, утверждений и опровержений, и многие из них привлекли внимание средств массовой информации. Это публикации о фосфине в облаках Венеры. Вкратце, в прошлом году земными телескопами на Венере был обнаружен фосфин. Этот газ был обнаружен в облаках Венеры. А на Земле этот газ часто ассоциируется с жизнью. И у нас нет хорошего объяснения того, почему и как фосфин оказался в атмосфере Венеры. Но последствия наличия фосфина огромны, если это окажется правдой. И все это происходило в последние 6 месяцев. Но уже есть ряд исследований, которые говорят об обнаружении фосфина. Есть где он не обнаруживается. Есть публикации, что он не может присутствовать химически. А другое исследование говорит, что они посмотрели на старые данные зондов «Пионер» и сделали вывод, что фосфин может быть там. А затем, буквально на прошлой неделе, другое исследование исходной группы говорит, что мы повторно проанализировали, перекалибровали наши данные и уверены в том, что мы видели в данных фосфин. И сейчас я не знаю, где мы находимся в этой истории. Но это наука. И это чрезвычайно захватывающее движение отвлекло внимание от Марса, на который только что приземлились марсоходы с летающим вертолетом, что потрясающе. Но этот небольшой всплеск публикаций показывает нам, что люди очень интересуются Венерой. И давно пора отправить миссии снова на Венеру. В заключение я хотел бы попросить вас следить за новостями в этом году. Мы держим пальцы скрещенными. Одна из 3 предложенных миссий – это возвращение на Венеру. Все эти да Винси, Veritas и Envision – финалисты НАСА. И Европейское космическое агентство тоже отправит миссии на Венеру. Итак, если будут выбраны одна или несколько из них, то я буду счастлив вернуться и поговорить с вами о геологии Венеры в 2026 или 2032 годах. И я остановлюсь на этом. Спасибо большое всем. Спасибо тебе большое, Пит. Какой потрясающий доклад. И я тоже в этом убеждена, что завтра надо лететь на Венеру. Да, большое спасибо. Я и представить себе не могла, что на Венере так много вулканизма. И я также понятия не имела, что есть что-то похожее на Старицу или Меандры. Чуть-чуть из географии. И у нас так много вопросов. Нам пришлось обобщить. Я попробую на них ответить. Я сделаю все, что в моих силах. Я сделаю все возможное, чтобы их все задать. Итак, первый вопрос. Что мы знаем об относительном размере ядра Венеры по сравнению с Землей? Ладно, мы знаем сравнительно мало. Потому что большая часть того, что мы знаем о ядре Земли, получена в результате сейсмических исследований. Нам нужны сейсмометры. А на Венере их нет. И исследования, которые мы проводим, основаны на теоретических исследованиях и моделировании, и, возможно, также из исследований гравитации с помощью космических зондов. Мы знаем, что у Венеры сегодня нет магнитного поля. Таким образом, в центре Венеры, вероятно, нет жидкого ядра. Так что это не активное динамо, создающее магнитное поле. Но это все, что мы о ней знаем. Окей, хорошо. Другой вопрос по сравнению с Землей. Чем венец, который вы описали, отличается от кальдер или венцов, которые мы видим на Земле? Ах да, я не упомянул об этом. Есть несколько разных представлений о том, как образуются венцы. Мы не уверены, какой из них наиболее правильный. Вполне могут быть разные объяснения. Но, вероятно, наиболее распространенная идея – это что-то вроде небольшого магматического плюма. Или так называемый диапир магмы. Посмотрите на лавовую лампу. Вы видите, как капля вещества поднимается наверх. Она вначале сферическая, а по мере приближения к поверхности капля начинает остывать.
И постепенно он формирует такую грибообразную форму. Она остывает и тонет обратно. Менее плотный материал поднимается к поверхности. Он начинает воздействовать на поверхность. Он начинает проталкиваться вверх через упомянутые мной радиальные трещины. Но часть материала также будет извергаться из небольших магматических очагов и вызывать извержение небольших вулканов на поверхности. Так что они, вероятно, отличаются от магматических плюмов мантии, которые мы видим на Земле, и которые намного больше по размеру, их корни уходят к ядру. Это очень и очень большие структуры, образующие огромные образования, по сравнению с венцами. Даже если они образованы таким же механизмом. Венцы своего рода плюмы поменьше. И это одно из объяснений того, почему мы не видим их на Земле. Дело в том, что у нас есть еще тектоника плит. Таким образом, даже если у нас происходят эти небольшие явления, а плиты при этом двигаются сверху, то они размазывают эффект от таких небольших явлений, как эти маленькие диапиры. И если бы я разговаривал с вами лично под кружку пива, я мог бы озвучить свою личную идею, где мы их можно найти на Земле. Но пока я оставлю это при себе. Окей, будем знать. У нас также был вопрос о различных щитовых и купольных вулканах, которые вы показали на одном из слайдов. И эти вулканы пересекали линейные объекты. Кто-то спросил, что они из себя представляют. Почти наверняка это поверхностные трещины или глубокие разломы. У нас нет тектоники плит на Венере. Кора не движется на глобальном масштабе. Но есть много региональных и локальных движений, во многие из которых могут быть вовлечены ее блоки. Потому что когда формируется поверхность планеты или вещество лавы, остывает вещество, при этом сжимается. При этом могут создаваться такие разломы, которые называются надвиговые разломы. Это когда части наваливаются друг на друга. Но также когда область охлаждается в одной области. Это означает, что она может растягиваться в другом месте. И могут образовываться трещины другого рода, грабины, или трещины отрыва. Таким образом, эти трещины, в основном вызваны локальным движением или охлаждением, и растяжением коры. Но нет такого огромного глобального движения, как тектоника плит. Да, хорошо, у нас была куча вопросов о тектонике плит. И Джозеф с YouTube спрашивает. Если поверхность образовалась недавно, есть ли сейчас у Венеры плиты? Но вы уже сказали, что нет. Тогда какой у нее геологический цикл? И в чем она отличается от Земли? Что ж, это, наверное, один из самых спорных вопросов, которые вы можете задать. Все согласно с тем, что тектоники плит не существует. Так как же Венера теряет тепло? На этот счет есть несколько разных идей. Во-первых, это может быть глобальная катастрофа. Итак, внутри Венеры накапливается тепло, пока его не становится слишком много. А потом оно гаснет, когда почти вся внутренняя часть всплывает. И при этом что-то выплескивается на поверхность. И вся поверхность в целом преобразуется. И у вас получается молодая поверхность с нуля. Другая идея заключается в следующем. И у вас нет возможности отличить ее от первого сценария. По другому сценарию преобразование идет постоянно, но в меньшем масштабе. Скажем, есть области локального накопления тепла, материал которых выходит на поверхность и покрывает меньшую площадь. И это происходит во многих различных областях все время в течение последнего миллиарда лет или более. Некоторые люди говорят, что вы вполне можете получить такой же результат, аналогичный предыдущему катастрофическому сценарию, по крайней мере, по данным Магеллана. Если бы у нас были другие данные, мы могли бы лучше это детализировать, но сейчас у нас нет уверенности. Так что я уклоняюсь от вопроса. Потому что, честно говоря, это один из самых больших вопросов в исследовании Венеры. Как Венера теряет тепло, если там нет тектоники плит? Главные причины, вероятно, не в том, что Венера немного меньше, а в том, что у нее нет этого жидкого ядра, и сейчас там нет воды. И это все, вероятно, как-то связано. Просто нам еще не удалось это точно распутать. Окей, надеюсь, мы сможем отправить туда миссию в 2026 году, чтобы разобраться в этом. Вот фантастический вопрос, который кто-то задал в Zoom. Если бы вы проделали отверстие в поверхности Венеры, что бы случилось? Если бы вы при этом находились на поверхности? И как бы жарко стало бы, если бы проделали отверстие? Да, я полагаю, имеется в виду, что если кто-то выкопал бы дыру в поверхности Венеры, все вышло бы наружу как лава, извергается с газом. Окей. Итак, представим, что вы носите скафандр, который выдерживает давление и температуру. Он будет скорее похож на костюм для глубоководного дайвинга, но с потрясающей теплоизоляцией. Тогда будет становиться все горячее и горячее, поскольку холоднее не станет, если вы опуститесь пониже. Температура на поверхности 500 градусов. Но мы не знаем геотермический градиент, скорость, с которой становится горячее с глубиной. Однако чем глубже погружаешься, тем горячее становится.
Так во всяком случае на Земле. Вам, вероятно, действительно придется погрузиться на много километров вглубь. Чтобы достичь, например, что-то вроде магмы, вам нужно копать многие километры. Окей, это как на Земле, если только вы не начнете копать на вершине вулкана. Тогда у вас, возможно, будет намного ближе локальный магматический очаг или что-то в этом роде, и будет более горячее. Знаем ли мы, какие температуры в полярных регионах Венеры? Что ж, мы никогда не измеряли их напрямую. Но считается, что температура там очень похожа на температуру на всей Венере. Связано это с плотной атмосферой и очень медленным суточным вращением. Очень длинный день. Температура практически везде одинакова все время. Но есть некоторые различия, связанные с высотой, температура немного падает, когда вы поднимаетесь чуть выше. В этом нет различия с Землей. Нет. Я не знала, что Венера вращается в противоположном направлении. Знаем ли мы, почему это так? Вы знаете, я бы сказал, что нет. Нет, мы не знаем. Есть разные идеи, например, что гигантский удар в начале истории Венеры повернул ее в неверном направлении. А потом все завертелось в другую сторону, потому что вы помните про момент вращения, который был у газопылевого диска Солнечной системы. У диска был момент. Этот момент сохранялся, когда началось локальное вращение при образовании планеты. Мы действительно не знаем причины. Существуют разные идеи о том, как это произошло, но мы не знаем наверняка. И я не знаю, что нужно сделать, чтобы это как-то узнать. Но дело в том, что планета все еще вращается вокруг Солнца точно так же, как и другие планеты. Она просто крутится вокруг своей оси слишком медленно. И в результате у нас Солнце встает на западе. Это делает Венеру немного особенной. По поводу фосфина есть много интересных вопросов. Я знаю, что вы затронули некоторые из них в своей лекции. Но кто-то сказал, что они знают, что его недавно обнаружили на Венере, и ведутся шаги в поиске убедительного объяснения. Мог ли фосфин быть продуктом извержения вулканов на Венере? Я думаю, что все возможно. Все факты на столе. Да все. Итак, есть ли в наличии фосфин или нет? Я лично не знаю. Я не очень понимаю этого. Я бы лично пошел бы любым путем. Я видел исследования с противоречивыми выводами. В одних фосфин есть, в других нет. Однако это очень увлекательно. И это так ново. Нам еще так много всего предстоит изучить. Хотя это не моя специализация. Я не являюсь экспертом в области химии атмосферы или телескопических наблюдений, которые использовались для обнаружения фосфина. Но я знаю, что на прошлой неделе было исследование. Его выпустила оригинальная команда Пионера. И они вернулись к старым данным. И они повторно откалибровали свои данные, чтобы убедиться, что они сделали все правильно. И они говорят, что мы придерживаемся наших выводов, что фосфин существует. Так что я думаю, что это своего рода кость, брошенная всем остальным. И она широко обсуждается. Это оживленная область изучения. Это действительно интересно и то, как это было сделано. Также было много предрелизного материала. Таким образом, вы получили представление о том, как это происходит, еще до того, как состоялись экспертные оценки. Это означает, что вы действительно можете видеть науку в действии. И это действительно очень интересно. И все это в основном связано с данными, которые собираются на Земле с помощью земных телескопов, и данными миссий «Пионер», состоявшихся 30-40 лет назад. И сейчас они проходят повторный анализ. Да, кстати, объявление для поклонников Венеры. Мы надеемся, что чуть позже в этом году у нас будет выступать Джейн Грифс. Она отвечает за одну из этих публикаций. Мы ведем переговоры прямо сейчас. Следите за новостями. Спрашивают из YouTube. Какие еще могут быть подсказки в составе атмосферы, что может свидетельствовать о каком-нибудь текущем активном вулканизме? Да, есть такие дополнительные свидетельства. Это может быть температура. Вполне могут быть некоторые изменения в составе, связанные с тем, что, возможно, испускают вулканы на поверхности. Просто мы еще не отправили туда миссию для такого исследования. Или не создали что-то, способное исследовать подобные явления. Наиболее подходит для этой задачи из предложенных миссий миссия Да Винчи. Это своего рода атмосферный зонд. Он спустится на парашюте через атмосферу и сделает предельно точные замеры состава. Он должен уметь обнаруживать что-то неравновесное, или необычный состав на общем фоне. И это то, что нам нужно. Что реально может подсказать, что есть некоторые особенные газы, подтверждающие наше предположение.
Но лучше, я думаю, это должна быть миссия, которую я предлагал, по возвращению образцов газов из атмосферы Венеры. По сути, у вас есть некий космический корабль, который летит к Венере. Он открывает пробник, приближаясь к атмосфере. Он отбирает образец газов в контейнеры. А затем он просто улетает обратно на Землю. И возвращает сюда отобранные газы. И в лабораториях на Земле их можно будет очень хорошо проанализировать. И тогда мы, вероятно, узнаем, были ли какие-то вулканические газы, которых там не должно быть. Это было бы здорово. Окей, у нас еще так много вопросов. Следующий вопрос. Что отвечает на Венере за перепады высот на поверхности? Перепады высот на поверхности Венеры в основном связаны с вулканами, которые слагают рельеф планеты. Да, в некоторой степени. Сами вулканы растут за счет потоков лавы. Но в целом они не очень высокие. Есть области, которые мы называем возвышенностями, которые возвышаются над равнинами. И мы думаем, что под ними находятся большие мантийные плюмы, такие как у нас на Земле. А поскольку плита не двигается, они как бы подталкивают поверхностные слои вверх. Эти возвышенности образовались не из-за потоков лавы, а скорее за счет давления из-под низу. Окей, есть еще тесеры из сильно дислоцированного материала, которые тоже возвышаются. Иногда это очень высокие области. Таким образом, на Венере также могут быть районы с возвышенностями, относящимся к прошлым периодам различного тектонизма, который мог поднять что-то вверх, и, например, вызвать горообразование. Но большая часть планеты на самом деле очень и очень плоская. Такое распределение высот называется одномодальным. По большей части оно очень близко к средней высоте, земному аналогу уровня моря на Земле. А одномодальность, вероятно, связана с отсутствием тектоники плит. А на Земле у нас бимодальное распределение высот. У нас очень глубокие океанские впадины. И у нас есть высокая континентальная кора. И они сложены разными материалами. Из вещества океанической коры и континентальной коры, тогда как на Венере такого разделения нет. И все более-менее на одной высоте. Отлично. Наше время заканчивается. Уже больше 6 часов. Ничего. Я задам еще несколько вопросов, прежде чем мы закончим разговор. Многие люди спрашивают, какие цвета мы можем увидеть на поверхности. Вы упомянули, что многие изображения были сделаны с помощью радара, но нет реальных изображений. Знаем ли мы, какие цвета мы там можем ожидать? Да, если вы вспомните последний слайд, который я показал, там зонд прошел сквозь атмосферу. И некоторые из панорам севших Венеры-13 и Венеры-14 имеют цвет. Это был бы цвет своего рода коричневато-оранжевой легкой дымки. Мы такое видим в пыльные бури на Земле. И в целом цвет не сильно различался бы. В целом он довольно однородный. Вы не увидите никаких различий, потому что атмосфера окутывает все вокруг. Причина, по которой я показал изображение Магеллана в черно-белом цвете, заключается в следующем. Потому что на самом деле данные выглядят именно так. Поэтому, когда вы видите цветные изображения, имитирующие цвет на Венере, знайте, что на самом деле это не так, потому что поверхность выглядит совсем иначе. А это данные радара. Так что я никогда не был поклонником раскрашивания радиолокационных данных. Вот почему я этого не сделал. Но если вы находитесь на поверхности, то все вокруг выглядело бы как на цветных панорамах Венера-13 и Венеры-14. Может, яркость была бы как в пасмурный день, не знаю. Но в пасмурный день это не имеет смысла и на Земле, не так ли? Вы не видите ни теней, ничего-либо еще подобного. Окей, возможно, там туманно. Да, я так думаю. Окей, хорошо. Хорошо, последний вопрос. Как вы думаете, Венера более подходит для обитания людьми, чем Марс? Может, там есть что-то в атмосфере или на поверхности Венеры, более подходящее для нас, чтобы создать там колонию? Я думаю, что обе планеты ужасны по разным причинам. Думаю, у обоих свои проблемы. Если люди хотят исследовать Марс, то это будет как научный форпост. Однако на Марсе полноценно жить нельзя. Да, мы могли бы создать там базу, такую, как у нас база в Антарктиде. И как бы ютиться в своей базе. Но идея терраформирования Марса – это научная фантастика. И идея терраформирования Венеры, хоть и чуть по-другому, тоже научная фантастика. Оба места ужасны для людей. Если быть честным, то как геолог, я бы, конечно, хотел слетать туда и поизучать ее. Я бы очень хотел увидеть Венеру. Но посетить Марс гораздо легче,
Потому что все, что нам там нужно, это костюм, чтобы немного согреться и немного кислорода для дыхания. С другой стороны, на Венере, чтобы выжить, нужно сочетать защиту от высокого давления и от высокой температуры. У нас это не очень хорошо получается сейчас. Мы справляемся либо с давлением, либо с температурой, но не сразу с обоими. Так что, наверное, мы побываем на Марсе, но не будем там жить. Отличный ответ. Я надеюсь, что мы однажды доберемся и до Венеры, чтобы собрать больше данных. Большое спасибо, Пит. А для тех из вас, кто очарован Марсом и Венерой, следующий публичный доклад состоится 12 мая. И Мэтт Бауми расскажет о Марсе. А 30 июня Алан Фитцесимонс поговорит об астероидах и кометах. А остальные публичные лекции этой серии вы сможете найти на нашем сайте. Они будут продолжаться в течение года. Пит, большое спасибо за то, что пригласили нас в тур по Венере. И спасибо всем, кто пришел и задал интересные вопросы. Мне очень жаль, что мы не смогли ответить на все вопросы. Их было как минимум вдвое больше, чем я озвучила. Хорошего вам вечера. Увидимся в следующий раз. Большое спасибо.